Всем привет-привет. Скажите, пожалуйста, как меня видно, как меня слышно, все ли хорошо? Кейтлин Нейлс, здравствуйте. Здравствуйте, Катя. Спасибо большое, что поддерживаете в прямом эфире. Девчонки, всем привет. Привет-привет. Вероника, здравствуйте. Анастасия, Кактус, привет. Из Саратова. Саратову тоже огромный-огромный привет. Девочки, если вам не сложно, напишите, откуда вы, как у вас погода. Наталья Белорукова, здравствуйте, здравствуйте, Наталья. Сайгон, hi, Сайгон, how are you? Все ли в порядке? Больше ничего не знаю на английском. Анастасия, рада вас видеть. Спасибо, девчонки, я также рада вас видеть. Сегодня у нас такая тема, как а, стемпинг гель красками, которые именно специально предназначены для стемпинга. Я знаю, что у многих девочек возникают такие проблемы, как, например, рисунок, который отпечатывается, грязно переносится на штамп, соответственно, там уже такая вот эта вот грязь, ну такая пленочка, скажем, которая совсем не нужна, и вот эта пленка также отпечатывается в дальнейшем и на тип. Сегодня мы с вами разберем все эти ошибки, я поделюсь с вами своими фишками при работе. Это очень пигментированные краски, как правило, они густые. Сегодня мы также посмотрим на консистенцию, потому что это тоже немаловажно. На самом деле, я не могу сказать, что я перепробовала все краски для стемпинга, которые есть там сегодня на планете Земля, но могу сказать, что от консистенции тоже очень много что зависит. А, м, Вот эти вот всеразличные, в общем, фишки, ошибки мы сегодня с вами прям в прямом эфире разберем. Так как это прямой эфир, сами понимаете, произойти может что угодно. Девочки, меня хорошо слышно? Пожалуйста, напишите. Кейтлин Нейлс, вот девочки, посмотрите, приглядитесь, у Кати тоже свой канал, распаковки с Алиэкспресс, очень много распаковок, там очень много интересных товаров, заходите, я думаю, что вы обязательно найдете для себя что-то интересного на ее канале. Наталья Белорукова, привет из Протвино, ударение на последнее О, Протвино, значит, да, извините, пожалуйста, что неправильно прочла. Кейтлин Нейлс у нас из Украины. Привет, Украина. Привет, привет. Надежда Циглер. Извините, если неправильно прочитала. Кабардино-Балкария. Очень здорово. У нас тепло. Здорово. У нас вроде бы бабье лето, солнышко, но прохладненько. Ирина Шнипер, здравствуйте. У нас пасмурно сегодня. Израиль. Израиль, огромный-огромный привет Израилю. У меня Танечка, которая бывший мой мастер по маникюру. Вот она сейчас в Израиле. Елена, Воронеж. Бабье лето. Не уходит. Здорово. Так, Надежда Циглер, хорошо слышно. Спасибо, девчонки. Так вот, значит, вообще эта тема, знаете, вот ни в коем случае я этим видео не призываю, да, вот там вот всех сейчас купить гель-краски для стемпинга и начать ими работать. Но преимуществ при работе с гель-красками немного скажем, больше, чем с обычными лаками. Это, конечно, утрированные преимущества, потому что если ну, у вас не но если научиться работать гель-красками для стемпинга, то
Думаю, что вы сами для себя все эти преимущества, в принципе, и раскроете. Я больше предпочитаю отпечатывать именно рисунки обычными лаками для стемпинга, ну, потому что у меня большая палитра уже этих лаков, я этим давно занимаюсь, поэтому, ну, они у меня есть. Но также думаю, что те, кто, во всяком случае, хоть более или менее знаком с гелевыми продуктами, понимают, что из 5, например, цветов гель красок, да, для, неважно, для стемпинга, просто гель красок, можно целую палитру себе намешать, и все будет замечательно, и этот продукт можно хранить в каком-то темном месте и, соответственно, использовать по мере необходимости. А, Это одно из преимуществ при работе именно с гель-красками для стемпинга. То есть любой цвет вы можете замешать при желании, какого вам там не хватает, вы его можете сами, как говорится, сделать. И для того, чтобы расширить палитру гель-красок для стемпинга, в принципе, там вот 5 базовых каких-то цветов, ну, может быть, там еще там шиммером или что-то, какие-то там золотая, серебряная, этого будет достаточно. Ну что, давайте приступать. Наверное, я переверну, значит, камеру и так, немножко сейчас вас. Так, свет. Мгм. Так, я, наверно, вот так вот. Немного я вас приближу. Я буду сегодня работать именно гель-красками, ну не всеми, просто чтобы лишний раз там кисточку не менять. Гель-красками для стемпинга от компании Beauty Ну, потому что просто для меня на сегодняшний день это самый комфортный в работе гель-краски. Девочки, но на самом деле а, сегодня расскажу вам о фишках, которые, в принципе, думаю, знаете, подойдут для любых красок для стемпинга, гель-красок. Потому что, по большому счету, если у вас более или менее нормальная консистенция, ну, во-первых, давайте для начала, что бы вы ни делали, прежде чем начинать вообще работу с гель-красками, их нужно хорошенько помешать. Бывает, пигмент оседает, бывает, краска немного, скажем так, ну, сверху, верхняя, да, какая-то часть немножко становится более густой, и поэтому лучше, конечно, перед работой все это дело немножко перемешать. Я для этого использую зубочистки, дешево, сердито, не нужно ничего потом очищать, просто выкинули и все. По поводу консистенции. Думаю, вот вам вот видно, что это, конечно, не густой, вот как строительный гель, намного жиже, но тем не менее, вот такая вот консистенция. Она, вот если, например, сравнивать с обычными лаками, которые для стемпинга, вот если вот их выливать из тюбика, то вот это где-то примерно вот то же самое. Вот, примерно то же самое. Итак, мы, значит, хорошо помешали перед работой. Это обязательно. Дальше тоже покажу такой момент. Если вдруг у вас краска каким-то образом стала, ну вот прям совсем густой, вот, пожалуйста, вот, вот она сейчас густая, но если мы ее немного помесюкаем, то вот она точно так же становится более жидкой. Ну, это во всяком случае вот именно с вот этими красками от Beauty Lux. Вот у них вот такая способность. То есть если они стоят, то ничего никуда, вот видите, то есть можно даже вот так вот перевернуть, и ничего с ней не будет. Ну да, она там стекает, но как-то очень медленно и печально. А если мы вот размешиваем, то она становится все более жидче и жиже. И нам, в принципе, вот эта вот консистенция, она и нужна. Но если вдруг гель-краска у вас как-то очень сильно загустела, то можно разбавить ее гелевым каким-то прозрачным, например, да, материалом. Это может быть гель-база, гель
топ, но лучше, конечно, не каучуковые, а просто какие-то вот прям вот жидкие-жидкие. Таким образом можно а, привести, скажем так, любую гель-краску в нужную консистенцию. Если она, наоборот, какая-то гель ну вот немного вот так вот в открытом состоянии, конечно, не надо ее держать под ультрафиолетовыми лучами на солнышке или под лампой, например, какой-то. Просто пускай вот постоит где-то в темном месте в открытом состоянии, она станет гуще. Если вы, например, не хотите таким образом экспериментировать и полностью в баночке ее подсушивать, то возьмите по литру, на по литру выложите небольшое количество краски и по литру уберите в какое-то темное место. Буквально через полчасика краска уже станет более густой, как раз той консистенции, которая нам и нужна. Я буду работать сегодня вот этой краской, этим цветом, просто потому, что ее у меня больше всего, я ею редко пользовалась. Не могу сказать, что это хороший у Beauty Lux самый, вот если вам нужен красный, то это вот номер 14, шикарный просто красный, который и на черном, и на белой подложке замечательно смотрится. Я сегодня буду рассказывать про все фишки. Если в конце видео, ну, в конце, вернее, трансляции, мы сильно не затянем весь этот процесс, то покажу вам пигментацию. Хотя, на самом деле, есть на канале видео, где эти краски полностью я тестировала. Что дальше? Значит, мы периодически все равно желательно закрывать ну, баночку. Почему? Потому что сейчас даже вот обычные лампочки, которые у меня вкручена, обычная лампочка для освещения, она у меня все равно там какая-то там LED-лампа с холодным цветом, светом, вернее, и все такое прочее. Поэтому, если, конечно, там рассеянный такой свет, но тем не менее, если долго, например, вот при лампочке будет вот так вот стоять ну, баночка, то, скорее всего, краска заполимеризуется. Если у вас то же самое, то есть в освещении вы используете, ну вот просто обычную лампочку, которую вкручиваете в светильник, если вы используете тоже такие лампы, то лучше, конечно, закрывать все флакончики, все баночки, все тюбики. Итак, по поводу краски мы ее подготовили. Прозрачные штампы. Но я люблю работать прозрачными штампами, и мы с вами посмотрим, что при правильной консистенции у гель-краски ничего скатываться на этих штампах не будет. Если консистенция жидкая, то, соответственно, и краска будет скатываться на прозрачных штампах. Ну, то есть вы это тоже сразу увидите, сразу заметите. В принципе, что нам еще понадобится? Ну, скребок, тут может быть абсолютно любой скребок, может быть вот такой вот мягкий, может быть жесткий. Мне без разницы абсолютно, какими скребками пользоваться. Возьмем вот такую вот салфетку безворсовую, ну, просто под рукой, чтобы было. Также мне понадобится вот такая вот силиконовая кисточка. Вот покажу вам. Вот она вот такая. Ну, это самое удобное, во всяком случае, для меня при использовании красок. Она быстро очищается, таким образом менять цвета красок ну, нет никаких сложностей. Это быстро происходит, ну вот очистили просто-напросто и все. Конечно же, ну вот я взяла вот такую вот маленькую лампу. Так, она дотянется у меня, вот она лампа. Вы будете видеть, в принципе, ее свечение. Я просто, чтобы показать примерно, сколько полимеризовать по времени. Ну и скотч. Да, у меня маленький, большой скотч. Вот, собственно. Так, ну и, конечно же, пластину для стемпинга. Давайте возьмем... Так, наверное, я немного вот сюда вот смещусь, чтобы... Мгм. Так вот. Вроде ничего не бликует. Так, вот здесь пускай лампа стоит. Давайте возьмем пластину и давайте возьмем какой-нибудь рисунок, например, вот с тонкими линиями. Да, посмотрим, как гель-краска будет работать именно на тонких линиях. Итак, вот беру кисточку, буквально немного набираю на нее, ну, силиконовая, да,
силиконовый инструмент и прям вбиваю краску в гравировку. Это очень важно. Понимаете, смотрите, в чем же суть? Лаки для стемпинга, обычные лаки для стемпинга, они жидкие, и они очень хорошо проникают в гравировку. Краски для стемпинга, гель-краски, лучше полностью вот так вот забить, чтобы в дальнейшем не было никаких, ну там, не знаю, там таких моментов, да, что где-то там, например, краски нет. Такое тоже может случиться, поэтому я, например, всегда вот таким образом забиваю рисунок. Так, сейчас одну секунду. Торопиться здесь абсолютно не нужно. Вы сами видите, сколько краска по времени у нас на штампе. То, что пигмент осядет, тоже ничего страшного. Теперь следующий момент, также немаловажный. Мы берем скребок, и нам нужно постараться одним движением скребка убрать лишнюю краску. И вот здесь вот хочу показать вам. Мы скребок ставим, ну вот прям не совсем под 90 градусов, да, но и не совсем под 35, под 45 градусов, так как мы делаем с обычными лаками для стемпинга. Мало того, нам нужно убрать прям вот, знаете, с таким вот, я вот здесь вот покажу, прям вот так с нажимом, да, вот, то есть приложить усилия для того, чтобы убрать лишнюю краску. Ну и угол наклона здесь, ну где-то, я не знаю, 75-70 градусов, да, ну вот так вот 90 будет, вот так вот совсем, да, вот, где-то вот так. Обычно, когда мы обычный лак для стемпинга убираем с пластины, мы особо не давим, то есть мы вот такими, ну, вот таким движением убираем лишнюю краску. Но здесь для того, чтобы убрать чисто лишнюю краску, нам нужно приложить усилия. И мало того, убирать краску я буду не, не вдоль, не поперек, а именно наискосок. Да, вот так вот. Ставлю скрапер и с нажимом убираю лишнее. Вот она, лишняя краска у нас тут есть. Ее можно, конечно, и в тюбик обратно убрать. Я просто этого делать не буду. Я таким образом вот так вот просто сразу очищаю скребок. Точно так же я делаю и с обычными лаками. Вот, просто очистили, и у вас скребок всегда чистый. Причем с обычными лаками точно так же. Опять-таки, видели, да, то есть тут не нужно торопиться, берем и отпечатываем. Вот у нас рисунок. Как вы видите, никто никуда ничего не скатывается, рисунок вот как отпечатали его, так и отпечатали. Конечно, в таком состоянии можно сейчас, но в таком, вот если, например, сейчас переносить, то, ну, знаете, там рука дрогнула там или еще что-нибудь, и у вас рисунок может где-то смазаться, потому что переносить рисунок мы будем все-таки не на прямую, не на ровную поверхность, да, такую с определенными изгибами, точно так же и ноготок наш родной, да, он же не плоский, поэтому где-то может что-то смазаться, особенно если это, например, какой-то будет большой рисунок. И в этом случае, ну, лично я советую, знаете, буквально пару секунд прихватить этот рисунок в лампе. Вот пару секунд, раз, два, ну, три, может быть. Мало того, теперь, после того, как мы немного заполимеризовали, нам будет проще убрать лишнее со штампа, потому что рисунок же уже чуть-чуть заполимеризовался. Убираю скотчем. Убираем лишнее, и вот теперь у нас точно ничего не смажется. Тут на типсе нет ничего липкого, абсолютно нет ничего липкого. И теперь можно переносить рисунок уже на типс. Ну, как бы вы тут не елозили штампом, как бы вы туда-сюда вот я не знаю, подушечкой не вертели, то есть рисунок у вас уже в любом случае не смажется. То есть вот, пожалуйста, мы знаем, что стемпинг рисунок, он всегда тонкий. То есть чуть-чуть буквально заполимеризовали, и вот, пожалуйста, вам результат. Ну вот насколько четко, насколько самое вы вот сами сейчас видите. Каждая там травинка, что тут сердце,
каждый лепесточек все четко отпечатано. Нигде ничего не смазалось, нигде ничего не размазалось. При этом никакого липкого, липкой подложки, да, вот, ну, то есть нам не нужно абсолютно. Если пересушить гель-краску на штампе, то да, может возникнуть такая проблемка, что может просто-напросто не отпечататься. Но я говорю, тут буквально 2 секунды, тут абсолютно не нужно какой-то, ну как-то очень долго все это дело сушить. Чуть-чуть подсушили, при этом вы сами видели, что рисунок на... Возьму другую, наверное, кисточку. Так, давайте дальше, давайте возьмем еще такой момент. Да, на штампе, конечно, так как это гель-краска, мы ее пока не убирали, можно взять, например, другой штампик и отпечатать еще раз этот рисунок. Можно, я согласна. Но вот давайте посмотрим. Ну вот пару секунд, хотя я говорю, тут ничего не скатывается. Пару секунд мне еще нужно для того, чтобы вот убрать лишнее. Если этого не сделать, то вот скотчем придется очень долго все это дело убирать. И давайте перенесем вот второй рисунок также на типс, на белый типс. Также никакого липкого слоя, ничего не делала. Перенесли. И вот давайте теперь вот сравним вот эти два рисунка. То есть второй рисунок уже будет заметно по пигментации, скажем, хуже. Да, пигментация второго, вот он второй рисунок, он уже слабее по пигментации. Да, рисунок точно такой же, он все четкий, все нормально, все хорошо, нигде ничего не смазалось, не уехало, но тем не менее пигментация уже не та. Если вам, конечно же, нужен такой эффект, ну, то есть, в принципе, ничего страшного, вы в этом, ну, к примеру, да, вы делаете какую-то работу, и вы понимаете, что ничего страшного не будет, если подумаешь, там рисунок будет чуть-чуть блек, ну, более блеклым, скажем так, то, в принципе, почему бы нет, можно таким образом с одного рисунка, с одного набора краски отпечатать два, иногда хватает отпечатать даже и 3 рисунка, но это все зависит от глубины гравировки. Вот, пожалуйста, вам третий рисунок. Давайте его также чуть-чуть заполимеризуем. Уберем лишнее и отпечатаем его также на белый типс. Так. Также никакого липкого слоя, ничего на типсе нет. Все замечательно. Вот. И вот, пожалуйста, третий рисунок рядышком. Вот так вот, чтобы видно было. То есть он еще, то есть вот посмотрите, насколько первый рисунок и по пигментации, и по нас более тонкие стали. Вот. Ну, а так, в принципе, вот и 3. Ну, давайте посмотрим, может быть, еще и 4. Это пластины, в принципе, Апротега, да, у них очень хорошая а, гравировка. Ну вот, пожалуйста, и четвертый рисунок можно также, ну вот он уже прям совсем там, конечно, но можно и даже четвертый. Ну просто у Апротега действительно глубокая гравировка. Вот. Вот вам, пожалуйста, еще одно преимущество при работе именно с гель-красками. То есть, посмотрите, один раз вы нанесли и 4. Я уверена, что сейчас, если можно, можно и пятый раз отпечатать, то есть можно сделать и пятое сердечко. Ну, девочки, я думаю, принцип понятен, поэтому, может, давайте чисто ради прикола. Ну вот да, тут и пятый получится. И пятый будет тоже таким же, в принципе, замечательным. Я не знаю, да, ну это просто до какой-то бесконечности можно отпечатывать. У меня уже... Я просто подготовила, конечно, белые типсы, но не так много, скажем так. Давайте вот возьмем еще белый типс. Вот. Вот, пожалуйста, еще.
Еще вам сердечко. Вот, ну, в общем, конечно, каждый последующий рисунок, он уже по пигментации не такой яркий. Но, тем не менее, с одного набора краски мы с вами отпечатали вон сколько сердечек. Очищаем пластину мы точно так же, ну, я во всяком случае это делаю точно так же, как и с обычными лаками для стемпинга при помощи ватки и ацетоносодержащей жидкости. Все очищается, все хорошо, все замечательно. Так, следующий момент, который очень также важен, ну, то есть вот у многих девочек, так, я сейчас, наверное, очищу все эти типсы. Почему это происходит? Давайте вот разберем ошибки. Почему это происходит? Это вообще уберу. Возьмем мы сейчас для чистоты эксперимента, возьмем этот же рисунок. Ну, то есть вы видели, сколько раз мы его отпечатали, и рисунок был чистым, правильно? Ну, то есть все было чистенько, все линии были четкие. Вот, возьмем этот же рисунок для чистоты эксперимента. Я вот точно так же нанесла вот прям гель-краску на весь рисунок. Все то же самое, в принципе. Так, беру скрапер, беру штампик. Вот. И какая самая основная ошибка? Во-первых, девочки не с первого раза убирают краску, а вот несколько раз прям вот проводят туда-сюда. Давайте посмотрим, что будет. Вот смотрите, даже если вы первый раз убрали скрапером краску правильно, вот, вы убрали. Вот так вот я вам покажу. Вот, наверное, да? Так, вот так вот. Вот, вы видите. Вот. Теперь смотрите, теперь мы делаем дальше. Вот так, вот так, вот так. Вот прям стараются, прям вот как, я не знаю, вот очень сильно стараются убрать лишнюю краску. Теперь мы ее отпечатываем. Ну и у меня тут тоже получилось все чистенько. Нарочно не придумаешь, да? Но я хочу вам показать, вот что происходит. Вот видите, сейчас на пластине, вот видно, да, вот это вот, как сказать, вот она, вот здесь вот краска. И порой именно вот эта краска, она и цепляется за штамп. Давайте попробуем вот так. Ну, тут тоже все чисто у меня, как бы получается чисто. Но это, знаете, это еще просто еще краска такая Beauty Lux. Вот она действительно, ну, ею прям надо постараться, чтобы как-то очень грязно перенести рисунок. Но вот я говорю, вот именно из-за вот этих вот разводов, когда вы вот так, туда-сюда скрапером делаете, в итоге поднимается не только рисунок, а поднимается еще вот это вот вокруг пленка. Поэтому таким образом лучше не делать. Сейчас я вот эти вот свои штампики почищу. Давайте возьмем какой-нибудь другой рисунок. Где вот хотела взять вот эти вот вензеля. Вот я еще подготовила такую классную пластину. Очень красивая пластина. Вот. Тематика Украина. Как раз девочка у нас тут из Украины, Кать, поэтому вот. И давайте отпечатываем. Ну, наверное, вот такой вот веночек давайте отпечатываем. Вот. Не нужно много краски набирать. На самом деле вы, в принципе, регулируете. То есть вот если у вас в гравировку краска зашла, то вот этого достаточно. Распределите просто ее по всему рисунку и все. Больше, в принципе, ничего не нужно. Закрыла краску. Беру штампик. Так. Сейчас делаю правильно. Значит, одним движением наискосок снимаю с нажимом. Вот, одним движением убрала и отпечатала.
Вот, пожалуйста, рисунок. Тем временем, пока я отпечатывала, вот скрапер я уже о салфетку вот так вот почистила. Вот рисунок. Вот. Он никуда не стекает, он никуда не скатывается, никуда не убегает. Вот мы можем оставить вот этот штампик тут, пожалуйста, вот пусть он где-нибудь на видном месте стоит. Вот, и сейчас мы с вами сделаем неправильно. Ну, я во всяком случае попробую здесь сделать неправильно. Для чистоты эксперимента мы убираем. Там может быть просто тонкие линии, поэтому рисунок перенесся более или менее чисто. Здесь все-таки такой уже рисунок. Сейчас пробуем делать неправильно. Так. И теперь скребком просто вводим туда, сюда, вот сюда, вот так вот. Ну, обычно я такое во всяком случае вижу. И переносим. Так, вот, смотрите. Рисунок. Так, я не знаю, вот так вот видно вам. Как же показать? Так. Рисунок отпечатался хорошо, но вот... Так, где моя палка? Но вот тут, посмотрите, вот видите, вот тут есть какое-то такое смазанное что-то, да? На всем рисунке есть такая смазанная пленка. Она еле видна, но она есть. Я не знаю, девочки, вот видно вам? Мне, например, ее очень хорошо видно, то есть я ее очень хорошо вижу. То есть вот есть рисунок, а есть вот такие вот еще черточки там всякие разные, туда-сюда, разводы, которые нам, в принципе, абсолютно не нужны. Ну, а так рисунок отпечатался, ну, опять-таки, неплохо. Но это, опять-таки, это все-таки от краски тут очень много что зависит. Так, резкость. Так, вот так. Вот, видите? Вот она, вот тут полосочка, вот, видите, да? То есть вот, ну, опять-таки, рисунок все равно более-менее хорошо отпечатался. Но это, на мой взгляд, уже все равно не чистая работа, и поэтому такой вариант, ну, как по мне, не есть хорошо. Для того, чтобы очистить штамп, вот еще такой момент. Почему все-таки я сначала немного схватываю рисунок? Давайте вот возьмем скотч и сейчас попробуем очистить штамп. Вот липкая часть скотча. Вот. Мы не прихватывали рисунок, то есть это гель, краска. Вот очищаем. Вот видите, у нас еще осталось на штампе. Еще очищаем. И еще вот осталось. Давайте еще вот так вот очистим. То есть вот несколько раз вам придется вот это вот дело проделать для того, чтобы очистить штампик. А если с вами не полимеризовали, просто оставили его, чтобы вы посмотрели, что сам рисунок никуда не съезжает. Помните, да, вот он тут на виду стоял. Сам рисунок никуда не съехал за это все время. И вот у нас рисунок не заполимеризованный. И вот мы давайте пробуем его убирать. Мы убираем раз, мы убираем два, и вот он там все равно что-то остается. Мы убираем 3, и вот еще 4, чтобы убрать. Ну и вот чуть-чуть, вот еще 5. А теперь давайте его чуть-чуть прихватим в лампе. Ну вот там тоже вот буквально. Это причем я сейчас использую маломощную лампу. Да, там 3 секунды. В лампе, например, 48 ватт достаточно там 1 секунды. То есть вы просто вот так вот руку в лампу засунули и высунули. То есть это же недолго, правильно? Зато в итоге вот, пожалуйста, очистили. Сюда поближе. Вот сюда поближе. Ну и сейчас сюда вот совсем, чтобы прям под камеру близко. Вот, вот. Все, пожалуйста. Быстренько убрали, и теперь можно переносить этот рисунок уже на штамп. Девочки из Украины, подскажите, как правильно называется вот такой вот венок.
Буду вам очень признательна. И вот здесь уже мы прихватили рисунок, поэтому как бы мы не елозили штампом, чтобы там ни было, уже все равно рисунок отпечатается четко, то есть никаких проблем уже не будет. Еще какой... Так, по поводу, значит, как очищать штампик, мы с вами тоже поговорили. Как очищать пластину, мы с вами тоже поговорили. Вот, конечно, работать можно различными техниками, но больше всего мне нравится именно в технике с гель-лаками это использовать всеразличные втирки. Почему? Потому что у гель-лаков есть липкий слой, правильно? Соответственно, этот липкий слой, на него может пристать любая посыпушка. Любая посыпушка. И при этом вам не нужно торопить. Обычный лак быстро сохнет, и если он уже высох, то пигмент к нему плохо пристанет. С гель-красками при работе с пигментами, с фольгой, с втирками можно не торопиться. Так, одним таким жестким движением убрали, отпечатали. Немного заполимеризовали, ну буквально вот раз, два, три. И убираем лишнее. Так, убрали лишнее. Теперь отпечатываем все это дело. Так, вот он, возьмем вот такой типс. Тут у нас ничего липкого нет. Я вроде бы все хорошо обезжиривала. Переносим цифру 8. И теперь можно использовать, ну, втирку. Конечно, лучше на самом деле, если бы, наверное, это был черный лак, но черная гель-краска, вернее, черный цвет. Но почему бы и не на красную, пускай красная будет тоже как вариант. То есть на гель-краску любая посыпушка, она прилипнет. Вот таким образом вбили. И теперь отправляем в лампу уже на полную полимеризацию. То есть, когда мы перенесли рисунок на типс, нам нужно полностью заполимеризовать этот материал, потому что это все-таки пигментированная гель-краска, и она требует как минимум минуты, полимеризации. Все, отправляем в лампу. Я уже в лампу поставлю в такую, в нормальную, в большую. И когда у нас все это дело заполимеризуется, можно будет стряхнуть лишнюю втирку с так с этого стипса. Девочки, если на этом этапе у вас возникли какие-нибудь вопросы, пожалуйста, задавайте, я обязательно на них отвечу. Сейчас я вот так думаю, все достаточно. Вот, и теперь, значит, можно вот так вот раз, еще немножко подтереть. Также именно на краску, на гель. Так, одну секунду. Очень хорошо и очень быстро получается литье именно фольгой. Давайте сделаем также литье фольгой. То есть, в принципе, ну, какую-нибудь давайте такой, чтобы вот прям фольга хорошо была видна. Просто там восьмерку, этот рисунок такой не очень. Давайте возьмем вот такую вот восьмерку. Так, вот у меня тут на кисточке вот осталось. Так как кисточка силиконовая, вот видите, можно прям до последнего все расходовать. И очень легко чистится эта кисточка. Вот, взяли безворсовую салфетку. Ну, то есть, если вы уже закончили и вам нужно, например, поменять цвет, безворсовую салфетку вот так вот протерли, и все. И
можно пользоваться другим цветом. Очень удобно, намного удобнее, чем любыми другими кисточками. Так, сделали. И теперь давайте отпечатаем. Так, цифру 8. Наискосок жестким движением, да, то есть прям вот давим, то есть именно прикладываем усилием, не легким движением, а именно с усилием убрали лишнее, очистили скребок. Не торопимся, нам тут торопиться некуда, гель-краска не заполимеризуется, мало того, пигмент осядет, еще лучше будет. Так, и отпечатываем. Вот, отпечатали. Теперь нам нужно убрать лишнее. И вот здесь вот опять-таки, если мы сейчас начнем, вот вы видите, краска никуда не стекает, никуда ничего, нигде ничего, никакой грязи нет на штампе. И опять-таки, если мы сейчас начнем убирать лишнее, вот, мы будем это долго делать и печально, потому что вот там хоть несколько раз делай. Поэтому лучше все-таки немного, так, я пластину уберу, краска закрыта, немного заполимеризовать. Раз, два, три. Выключили. И вот теперь уже убирать лишние моменты под камеру. Просто мне не совсем удобно. Здесь прям близко. Вот. Вот так вот убрали лишнее. И теперь отпечатываем это дело на типс. Отпечатали. Вот как бы вы ни елозили, рисунок у вас отпечатается идеально и ничего не смажется. Теперь мне остается только так найти фольгу, да, найти фольгу, где она у меня, и сделать литье. Фольгу лучше использовать специальную, которая предназначена для литья. Она тонкая. Вот, на Алиэкспресс ее очень много. Вот она тонкая, эта фольга. Вот, берем кусочек какой-нибудь. Вот у меня уже тут есть какие-то отрезки. Вот, и прикладываем и убираем. Прикладываем и убираем. Таким вот образом. Ну, то вот что-то тут отпечатывается. А что-то не очень. Так, ну как-то не хочет она. Давайте попробуем. Давайте, наверное, попробуем заполимеризовать. Надо было, может быть, потолще какой-то рисунок. Чем тоньше рисунок, тем, конечно, меньше пристает фольга. Но, тем не менее, она же должна пристать. Нет, какого-то липкого слоя такого, например, вот прям совсем липкого я не ощущаю. Не хочет. Наверное, а если бы мы заполимеризовали, в принципе, получается, ну вот видите, где-то она пристала, ну то есть где-то липкого слоя хватило, но где-то его прям совсем не хватило. Мало того, еще получилось так, что когда я отпечатывала фольгу, то есть какая-то вот верхняя часть краски не заполимеризованная, она на фольге отпечатывалась, и, соответственно, на фольге вот они даже остались. Вот, ну, не очень это радует, конечно. Может быть, давайте попробуем, может быть, другой цвет взять. Хотя, в принципе, какая разница, да, на другой цвет. Но я делала просто так. Я одну конкурсную работу я точно делала. Я там пигмент. Нет, и фольгу я там отпечатывала. Я ж там змеиный принт отпечатывала. Поэтому у меня есть работа, где именно была стемпинг литье. Техника стемпинг литье. Давайте попробуем. Так, какую?
Возьмем, наверное, более полый такой рисунок. Возьмем опять вот эту вот пластину красивую. И сделаем вот этот вот такой вот веночек. Так. Вот так вот. Ну, тут уже побольше сам рисунок. И, в принципе, тут и элементов побольше. Давайте попробуем его. Ну и возьмем черный цвет, чтобы фольга все-таки на черном цвете. Может быть, поэтому как-то, не знаю, что-то... Что-то просто пошло, видно, не так. Так, одним движением жестко убираем. Отпечатываем. Немного полимеризую в лампе. Так, убираю пластину. Закрываю краску. Раз, два, три, четыре. И убираю лишнее. Черная краска, она видна, смотрите. То есть там, например, того времени было достаточно для того, чтобы полностью, в принципе, заполимеризовалась краска. А черная краска, этого достаточно. Просто вот убрать со штампа вот это вот лишнее, здесь уже немножко краска не дозаполимеризовалась. Вот так вот. Возьмем типс белых, у меня уже так не осталось. Возьмем вот такой типс и отпечатаем. Давайте вот таким образом отпечатаем. Вот, на штампе еще осталось, видите, да, там такого не было. То есть здесь на штампе еще осталось, остался рисунок. Понятно, он уже, в принципе, ну, на мой взгляд, никуда не годится, но тем не менее. Здесь должна, конечно, сейчас вот фольга по-хорошему должна хорошо прилипнуть. Но если мы сейчас будем прикладывать фольгу, большая вероятность, то, что мы смажем рисунок. Поэтому, в принципе, я считаю, что нам нужно заполимеризовать все это дело. Давайте посмотрим, останется ли потом по итогу липкий слой. Вот. А я пока очищу пластины. Так, зачем я сюда поставила? Надо было в большую лампу поставить сразу. А я пока очищу пластины и поотвечаю на ваши вопросы. Не помню, ну почему-то я помню, что я делала одну из конкурсных работ, да, вот именно стемпинг литье там было у меня, и вроде как все отпечаталось, но вот что-то пошло не так в конкретно данном случае. Так, девочки, почитаю вас и отвечу на вопросы, если они, конечно, есть. Так. Где мы остановились? Так. Так, Анастасия Кактус. Девочки, где лайки? Да, девочки, где лайки? Спасибо большое, Настя. Кейти Нейлс. У нас тоже уже прохладно. Наталья Белорукова. Странно, что Мюнхен еще нет. Елена Мюнхен, наверное, да, вы имели в виду? Так, Наталья Белорукова. Елена Мюнхен, да. Я знаю, почему нет сегодня Лены. Вот, но это большой-большой секрет. Кейтлин Нейлс. У меня краски от PicTube. Ох, и намучилась я с ними, пока поняла, как работать. Все равно больше нравится лаками работать. Ну, это большинство, да, вот именно большинство больше уже привыкли обычными лаками для стемпинга. А эти лаки для стемпинга. Вот как раз у Елены Мюнхен на канале есть видео про китайскую роспись, и она там показывает, какие гель-краски ну, лучше всего использовать. И одними из таких красок как раз-таки являются гель-краски для стемпинга от Beauty Lux в китайской росписи. Тоже, в общем, она любит ими работать. Анастасия Кактус. Почему именно наискосок?
Отличный вопрос. Сейчас, Настя, отвечу. Наталья Белорукова. А как сделать градиент на пластине так- тогда, если нельзя возюкать по ней? Отличный тоже вопрос, Наталья. Спасибо большое за вопрос, девочки. Спасибо вам огромное за эти вопросики. Так, давайте сначала, значит, я отвечу на вопрос Анастасии Кактус, почему именно наискосок. Во-первых, когда, вы знаете, я даже обычные лаки в последнее время, ну, видать, у меня уже просто это механическая привычка, снимаю именно вот таким образом. Вот смотрите, потому что, например, сняв вот так вот, даже обычным лаком, если вот прямо вот так вот снимать по рисунку, да, вдоль рисунка, у вас краска будет собираться на скребке, и у вас может получиться так, что рисунок в итоге отпечатается нечетко. То есть там какой-то, ну, какая-то линия, э, с какой-то линией, в общем, вы можете просто-напросто убрать даже краску, даже такой вариант. Давайте, хорошо, давайте попробуем. Вот, если вы, например, убираете а, вот таким образом, да, вот таким образом, то у вас может, опять-таки, из-за силы нажима, у вас может, например, вот в этой части очень сильно снестись краска, а вот в этой части, например, нет. Поэтому, когда вы убираете наискосок, в принципе, вы себя таким образом подстраховываете. Ну, я думаю, у меня просто сейчас нет пластины, да, под рукой с геометрией. К сожалению, нет пластины с геометрией. Сейчас, может быть, я вот что-то из этих сейчас подберу. Вы же знаете, вот, например, вот на этой пластине вот прямые для того, чтобы у нас вот эта вот прямая отпечаталась четко. Если мы или ну, если мы будем проводить вот таким образом, у нас вот эта прямая может в итоге получиться не прямой, а прерывистой. И опять-таки, если вы будете наискосок именно убирать, пускай даже обычный лак для стемпинга, у вас в любом случае получится прямая. То есть, почему многие вот именно вот таким образом снимают лак? Да, вот так проводят, вот так проводят. Это для того, чтобы рисунок отпечатался четко, без проплешин, чтобы не было такого, что рисунок где-то прерывистый. Вот именно поэтому делают вот такие движения. Но на самом деле, если просто провести наискосок, то у вас в любом случае везде по всему рисунку гель-краска, ну или лак для стемпинга, обычный лак, распределится хорошо. Ну вот липкость есть. Давайте, где у нас там фольга? Сейчас мы вернемся просто. Еще мы вернемся к этому. Давайте вот фольгу попробую отпечатать. Ну вот на черный цвет она лучше отпечатывается. Я так полагаю, что это все-таки потому, что черный цвет. На черный цвет я как раз-таки и отпечатывала фольгу тогда на конкурсной работе. Поэтому вот, видать, с тем цветом что-то у него не такой хороший липкий слой. Поэтому и там возникли проблемы. Потому что вот видите, тут все замечательно, все хорошо. Хотя мы полностью вот просушили. И вроде бы как вот, все отпечатывается. Ну вот с красной краской, ну давайте для, опять-таки, чистоты эксперимента возьмем все-таки, может быть, действительно дело было не в краске, а в рисунке, потому что, ну, действительно есть такое, что если рисунок состоит из там тонких линий, понятное дело, там что-то отпечатается, ну вот как у нас, да, получилось, что-то отпечаталось где-то в каком-то месте, фольга, но где-то не хотела просто цепляться она. Так, вот очистила кисточку от черной гель-краски. Давайте возьмем вот с этой у нас гель-краской ничего не получилось. Возьмем этот же рисунок. Так, сейчас, девочки, я еще вернусь к этой теме. Так, под руками тут все. Так, жестким движением
убираю, отпечатываю, немного прихватываю. Так, и теперь убираю лишнее. Ну вот она даже, вот понимаете, даже при, вот видели, да, черная краска, она через там, ну, 4-5 секунд, она еще на штампе полностью не высыхает. Тут она явно полностью высыхает, поэтому что-то как-то, не знаю, поэтому, может быть, и не липнет. Отпечатала. Ну, хотя вот, да, на штампе тоже осталось. Ну, окей. И теперь в лампу на 60 секунд на полную полимеризацию. Так, и давайте вернемся дальше. Где у нас скребок? Вот смотрите, если, например, мы с вами знаем обычными лаками для стемпинга, вот как мы работаем вот с этим рисунком, да, мы от тонкой части снимаем краску к толстой, ну, к широкой части, то есть от узкой части к широкой, то есть вот таким образом. Да, как правило, это для того, чтобы рисунок четко был отпечатан, чтобы весь рисунок четко перенесся. Тогда у вас не будет никаких проплешин в рисунке. Но ну, я не знаю, часто ли вы смотрите, да, на то, у вас на убывание рисунок идет вниз или наоборот на возрастание, то если вы уберете наискосок, то у вас точно так же по всему рисунку будет краска распределена равномерно, четко, то есть не будет никаких проплешин. Так, у нас заполимеризовался цветочек, и нет, вот видите, он все, нет. То есть именно вот красная, ну, может быть, она и не предназначена для литья, я не знаю. Вот я решила просто так вот, потому что и черную, и белую гель-краску для стемпинга от Beauty я пробовала именно для литья, делала литье, и было все замечательно. Ну вот красная, это номер 07, ну вот она такая красно-розовая, она не подходит. Теперь по поводу градиента. Как же делать градиент, если нельзя возюкать? Замечательный вопрос. И давайте мы с вами возьмем две краски и сделаем. Так, ну вот розовую, ладно, и красную, да, чтобы там особо как-то сильно не... Сейчас на это дело... Что делать с градиентом? Во-первых, если мы говорим о рисунке, вот именно рисунок, вы знаете, что есть такие полые пластины, где такой полый прямоугольник, и вот там можно делать градиенты. Сейчас, одну секунду, я посмотрю, может быть, у меня она тут, и я вам сразу же покажу. Так, вот она под рукой. Сейчас мы с вами и тот вариант рассмотрим. Вот смотрите. Вот это вот, вот эти вот прямоугольники, так, бликует. Вот эти прямоугольники, они предназначены для того, чтобы делать именно градиент. Гель красками, конечно же, градиент получается просто шикарно. Давайте сделаем. Очистила кисточку. Сейчас, девочки. Нужно и также очистить штамп. Возьмем два цвета. Этот же красный и розовый. И вот таким образом, если мы работаем с гель-красками, то вот в принципе градиент, ну, я не знаю, конечно, кому это может, в принципе, такой этот способ. Ну, разберем. Вот таким образом. Красную, может быть, чуть-чуть побольше надо взять, а то вот здесь вот прям какие-то... Ну, вот как-то так. Сейчас уж там не буду. Так, очистила.
Так, закрыли, закрыли. Вот в этом случае, если мы говорим именно про полый прямоугольник, мы вот тут вот таким образом, можно сказать, проводим скрапером. Вот, слегка. Вот скрапер, он прям практически лежит на пластине. Вот прям лежит на пластине, и мы буквально чуть вправо, чуть влево, чуть вправо, чуть влево скрапером проводим, да, вот. И тушуем эти два цвета до тех пор, пока нам не будет нравиться результат. Все. Вы видели, что скребок лежал вот прям вот, ну, не знаю, там градусов 10-15, да, от плоскости. И теперь можно переносить. Ведь нам тут, на вот именно в данном конкретном случае, то есть если мы говорим про прямоугольник, девочки, да, нам же не нужно тут вот какие-то края, какие-то там вот именно чтобы очертания. То есть нам тут нет рисунка. И все, переносим. Вот, перенесли, вот вам идеальный градиент. Дальше, пожалуйста, переносим его уже на типс, либо на готок, ну вот, как нужно. То есть в этом случае, вот, пожалуйста, вот таким образом получается у нас градиент. Девочки, я не буду его переносить, я думаю, что тут как бы понятно. Я его сейчас заполимеризую и просто-напросто удалю со штампа. Так, пластину я очищу. Но если мы говорим про такую разновидность, как цветной стемпинг, да, вот, например, то есть у нас есть рисунок, и нам нужно отпечатать его вот именно как-то вот с градиентом, да, давайте возьмем вот это, очищаю этот штампик. Так, слетела немножко подушка. И давайте на рисунок теперь мы наносим краску. Ну, примерно таким же образом. Я просто вот так вот возьму пластину, поставлю. Вроде ничего не бликует. И сделаем градиент. Ну, давайте вот так вот его сделаем. Так. Очищаю кисточку и розовый. Глубокая гравировка, конечно, тут вот это вот заполнить все. Так, все. Очистили. Теперь берем скрапер. Да, где он у меня тут? И нам на этом этапе нужно вот точно так же смешать два цвета. Вот полулежачей кистью. Я просто смешиваю два цвета. Вот видите, там рисунка-то, в принципе, уже даже особо и не видно, где этот там рисунок. Вот, он у нас сплошным просто сейчас, вот просто какое-то сплошное месиво. Теперь мы очищаем наш скребок. То есть краска, мы в принципе не убрали там, да, особо лишнюю краску, мы ее просто, можно сказать, ну как, между собой смешали, чтобы получить вот этот вот промежуточный третий цвет и, соответственно, плавный переход. И вот теперь уже нам нужно опять-таки жестким, четким движением убрать лишнюю краску. То есть сейчас мы до этого мы пока что только смешивали. И вот сейчас мы вот также наискосок убираем полностью лишнюю краску. Лишнюю краску убрали. Отпечатываем рисунок. Вот он у нас, отпечатанный рисунок. Ну, насколько четкий, насколько хороший отпечаток. Вот, пожалуйста. Думаю, вам видно. То есть, если мы говорим о том, чтобы на штампе смешать цвета, да, вот
их как-то получить вот этот вот третий цвет между ними или вот что-то, то мы как раз-таки просто скрапером на пластине их смешиваем. Но ни в коем случае мы скрапером на том этапе не убираем лишнюю краску. То есть задача немного в другом. Скрапером мы сначала смешиваем краски между собой, а уже потом одним движением, опять-таки, просто убираем лишнюю краску. Тогда получится четкий, как, а, ну, я не знаю, никакой там не смазанный, никакой там не грязный отпечаток. То есть никаких вот лишних каких-то вот этих вот этих моментов на самом штампе не будет. Вот этой вот лишней грязи, той, которая нам, скажем, не нужна. Вот думаю, что теперь вам вот этот момент, он как бы, ну, и, конечно, да, есть, если мы говорим о обычных лаках для стемпинга, то там мы точно так же, в принципе, да, мы скребком, для чего мы вот, вот такие движения скребком делаем? Чтобы смешать. Но так как обычные лаки для стемпинга, они очень быстро сохнут, поэтому мы там намного быстрее работаем, во-первых. Во-вторых, во-вторых, мы там и смешиваем, и сразу убираем. Ну, то есть как-то вот так получается. Но даже обычными лаками для стемпинга лучше все-таки немножко смешать лаки на самом, на самой пластине. Давайте вот возьмем вот обычные лаки для стемпинга. Тоже покажу вам вот эту вот разницу, когда мы сразу убираем. Вот он прямоугольник. Так. И вот так. Немножко вправо, немножко влево. Но тут, понимаете, так долго не получится это делать. Вот. Лак засох, и все. И всем привет. Поэтому с обычными лаками мы как раз-таки... Сейчас, одну секунду. Так, убираем. С обычными лаками добиться идеально четкого градиента, ну вот именно если мы говорим про вот этот вот прямоугольник, ну, на мой взгляд, не так-то просто. И, в принципе, он не получается четким. Вот максимум, наверное, что можно сделать, отпечатать. Ну и то, видите, уже тоже все, приехали. Уже тоже, ну, не так, ну, совсем не то, во-первых. Во-первых, это не будет все равно, вот видите, вот переход. Это не будет какой-то четкий переход. Обычными лаками это вот все-таки больше с вот такими рисунками в градиенте. Потому что тут рисунок, и вот этот переход, он особо, знаете, ну как бы, ну и что он не идеальный? Ну и что? Ну вот потому что тут рисунок, и тут, в принципе, это не особо как бы бросается в глаза. А вот если мы говорим уже именно о четком, красивом градиенте, то здесь уже, мне кажется, лучше использовать именно гель-краски. Неважно, там для стемпинга или просто гель-краски, потому что вы можете вот так вот долго возюкать для того, чтобы получить идеальный переход с одного цвета в другой. Но это тоже, вот я говорила в видео, что с обычными лаками для стемпинга все-таки градиент, он не особо... Ну, во всяком случае, это не так, чтобы мне это прям нравилось. Так, девочки. Ой, Лена появилась. Так, я читаю. Э, Надеюсь, Наталья, я ответила, да, на ваш вопрос, как сделать градиент. Ольга Зимко, привет из Иркутска. Здравствуйте, Ольга. Иркутску тоже большой привет.
Алин Иванова. Сделать градиент можно пигментами. Да, конечно, можно пигментами, отлично получается. Резать немного топом или. Иногда так бывает, особенно когда очень надо, но в этот нужный момент не получается. Но ничего, у вас всегда все равно все получается хорошо. Вы экспериментатор. Спасибо большое, Алин. Спасибо. Так захватывает весь рисунок. Да, точнее глубину ее. Все верно. Так, Леночка Мюнхен тут. Лен, вот тут как раз все недоумевали, почему тебя нет. Так, Алин пишет, а клей для фольги вы не наносите для липкости или что-то другого? Если мы работаем с гель-красками для стемпинга, то липкий слой не нужен, потому что у гель-краски, в принципе, хватает своей вот этой липкости для отпечатывания. Поэтому для работы именно с гель-красками, нет, не использую никакого липкого слоя, не делаю. Это вот Алин спрашивала, надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Елена Мюнхен, привет всем, привет, привет. Посмотрю все потом с удовольствием. Я побежала. Пожалуйста, сохраните эфир. Да, Леночка, конечно. Так, Ли, Бре, здравствуйте. И Кэтлин Нейлс, да. Всем привет. Девочки, я так понимаю, что вопросов, в принципе, у вас уже не осталось. Сегодня мы с вами попробовали все это дело. Вы видели, что из всех отпечатанных, в принципе, моментов, да, то есть, ну вот, то есть с вот этой краской у меня получилось так, что, ну, не совсем получилось сделать литье. Но я этого не ожидала, тут нарочно не придумаешь. Вот, с черной и с белой краской для стемпинга от Beauty литье получается, стемпинг литье. И это тоже одно из преимуществ работы именно с гель-красками. Но опять-таки, еще раз хочу заметить, что я не то чтобы призываю, так, переверну, наверное, уже камеру, вот, я не то чтобы призываю вас, вот все давайте сейчас хором перейдем на гель-краски. Нет, я со своей стороны всего лишь показываю, да, то есть какие-то вот такие вот нюансы в работе, чтобы они у вас не возникали. Вот это вот грязь, то, что, да, мы сегодня разобрали, то, как убрать со штампа лишнюю краску, гель-краску, что лучше и как снимать краску, чтобы не было вот этих вот разводов, чтобы не было вот этой вот лишней грязи. Конечно, многое все равно зависит от самой гель-краски. Это действительно так. Тут и плотность, и консистенция, и пигментация, это все немаловажно. Но а, любую гель-краску можно подстроить, скажем так, под себя. Любая гель-краска, если научиться с ней более или менее, то есть если соблюдать вот эти вот все моменты, то есть один раз убираем скребком, и именно с нажимом, и именно вот как вот под углом там где-то 75 градусов, то есть мы не вот так вот поверхность, да, и вот скребок, то есть вот мы прям вот так вот где-то ставим скребок, вот так вот, под нажимом убираем. С обычными лаками, когда мы работаем, у нас вот скребок, он где-то вот в таком положении, да, 45-40 градусов. Мы вот таким образом убираем. А с гель-красками мы скребок немножко приподнимаем и с нажимом убираем гель-краску. Тогда вот все будет замечательно и все будет красиво, без лишних разводов. И я думаю, что вам будет намного приятнее, намного удобнее работать с гель-красками. Но опять-таки, это видео не служит, знаете, для того, чтобы вот давайте все на гель-краску. Нет, это просто, а то, знаете, вот я понимаю, многие все равно пишут, что удобнее обычными лаками. Да, мне тоже отпечатывать рисунки удобнее обычными лаками. Как правило, моя рука больше и чаще тянется именно к обычным лакам для стемпинга. Но, я еще раз говорю, у меня, ну, не маленькая палитра обычных лаков для стемпинга. У кого-то, знаете, вот 5-6 цветников. Ну, черный, белый, золотистый, серебристый, может быть, там красный, зеленый. Вот, на этом все. Но если, согласитесь, гель-красками вы можете намного шире, намного, ну, как расширить свою палитру, нежели закупать различных цветов обычных лаков для стемпинга. Ну, в общем,
Преимущество, я еще раз говорю, тут уже каждый для себя сам определит, в чем преимущество для него самого. Потому что, ну, кому-то без разницы, закупить там 50, там 100 цветов, лаков для стемпинга, ну, не проблема. Ну, согласитесь, для кого-то это не проблема. Ну, а кому-то, а у кого-то, ну, как по мне, стемпинг можно делать чем угодно и обычными гель-красками. Абсолютно спокойно. То есть и гель-красками, и гель-базами, и гель-топами, и клеем для фольги. Всем можно делать, всем чем угодно можно делать стемпинг, лишь бы была правильная консистенция. Девочки, я так полагаю, у вас нет больше вопросов. Гель-красками делали. Да, гель-красками делали тоже обычными гель-краски. То есть это были обычные гель-краски, не для стемпинга, и делали ими стемпинг, и делаем ими стемпинг, и тоже все замечательно, все хорошо. У вас всегда интересно. Спасибо большое, Алин. Надежда Циглер. Все очень доходчиво. Все очень доходчиво. Спасибо большое, Надежда. Девочки, буду с вами прощаться. Желаю вам всего самого наилучшего. Если вдруг у вас все-таки остались какие-то вопросы или, может быть, какие-то пожелания, пожалуйста, пишите. Я с удовольствием на них отвечу. Ну и, надеюсь, в следующий вторник также встретимся с вами в прямом эфире. Девчонки, всем большое-большое спасибо. Всем большой-большой привет. Все, всем пока-пока.